오빠 사랑해. 라면 좋아요. Поэтому нужно полностью поменять мозги. Всем привет, меня зовут Чарыш, я кореянка, учу русский уже как 5 лет в Корее. Сегодня я приглашу 3 гостя из России, и сегодня я спрашиваю у них, как и где они выучили корейский язык, и потом мы поговорим об отношениях с корейцами и русскими парнями. Так что, если вам интересно, посмотрите до конца, пожалуйста. Поехали! Всем привет, меня зовут Даша, мне 25 лет, и я из города Екатеринбурга. В Инстаграме, если кто-то захочет меня найти, я не знаю, Дарья Лис. Всем привет, меня зовут Тоня, у меня есть свой YouTube-канал, на котором я рассказываю про жизнь в Корее и показываю свою жизнь со своим мужем. Поэтому подписывайтесь на нее тоже, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Юля, я родом из России, из Сыктывкара. Работаю в корейской компании. В свободное время катаюсь на лонгборде, изучаю что-нибудь новое. Корейский год. Год, да. Но если смотреть в общем, где-то 5 лет. Уже более 6 или 7 лет, наверное. В Корее живу год и 5 или 6 месяцев. 4 года. В 2016 году приехала. А в Корее 6 лет. Так долго. 안녕하세요. 저는 에리는 다샤입니다. 저는 25살이에요. 저는 러시아 사람이에요. 한국인이 너무 좋아요. 그리고 한국말 조금 알아요. 다 알아들었어. 근데 말 어려워요. 너무 어려워요. 라면 좋아요. 안녕하세요. 저는 러시아에서 온 토니라고 합니다. 반갑습니다. 너무 귀여워요. 구독하세요. 토냐 채널 구독 많이 해주세요. 네. 뭐라고 해야 되죠? 아무거나. 체리슈님 오늘 초대해 주셔서 감사하고요. 한국말 배우고 싶은 분들은 뭐 새로운 언어를 배우기 전에 두려운 거 있으시면 그냥 무서워하지 마시고 시작하고 그냥 하시면 되고. 오빠 사랑해. Мне он нравится. Я хочу понимать корейцев, я хочу общаться с корейцами, с кореянками, ну вообще с людьми, кто живет в Корее, то есть делиться чем-то, ну вот обсуждать фильмы, общаться, как я на русском общаюсь. Хочется понимать песни, ну вот я вот слушаю, например, да, и хочется понимать, что это значит. Фильмы на корейском смотреть, дорамы те же самые. Я смотрю, но все равно в оригинале, но хочется вот именно понимать без субтитров, то есть без всего этого. Просто мне очень прям, да, нравится. У меня был интерес к азиатским языкам. Я уже более-менее знала японский язык, и у меня были планы, чтобы работать в корейской фирме и в России. Филиал Hyundai. Мечта сбывалась? Нет, я здесь. Там в прошлом видео мы это вроде обсуждали, да? Еще раз, пожалуйста. Всегда было, у меня всегда к азиатским странам был интерес, ну и вообще, в общем, к изучению новых языков. Китайский попробовала поучить, японский попробовала поучить, вот когда-то мне корейский предложили попробовать поучить, ну, мне тогда было интересно просто из-за того, что как он звучал, потом то, что вот я его там в песнях слышала, в дорамах смотрела, слышала, вот. Если есть желание, я думаю, что это возможно. Конечно, это нелегко, потому что это совсем другой язык, это другая культура, менталитет, все другое совершенно, конечно, но это возможно, потому что действительно, если очень хочется, если сильно постараться, то да, возможно. Учите, если хотите. Да, он очень отличается от русского, поэтому нужно полностью поменять мозги. Думать по-другому думать вообще. Что было самое сложное? Порядок слов в предложении. В русском языке мы говорим «я иду домой». В корейском языке «я домой в иду».
Да, все наоборот. И глагол всегда в конце, и прилагательные всегда в конце. Плюс в корейском языке есть некоторая грамматика, которая на русский язык никак не переводится. Какие? Это грамматика нео или нындео. Чондео. Это просто я. Никак не переводится чондео. на русский язык. Да, конечно, сложно было. Если как-то отставить в сторону грамматику, в которой у нас тоже очень большая разница в языках, мне было сложно привыкнуть, во-первых, к чондэнмаль, ну вот этому. Потом, когда я выучила чондэнмаль нормально, мне было очень так как непривычно перестроиться, например. Если я только что говорила с кем-то старшим, то я начинаю говорить там с людьми, кто младше меня, и надо на панмаль что-то перестроиться, и у меня такое было немножко. Вот это мне было сложно. Я изучаю его сама. Вот. У меня есть учебник, который я купила на Тондемуне. Там один учебник — это корейская грамматика, а второй учебник — это корейская история. Вот, дорамы смотрю тоже в оригинале. Потом я записывалась на курсы через онлайн, получается, с учителем. Корейский с череш еще. Вот. Потом с молодым человеком, он мне помогает тоже, потому что, оказывается, не все, что в учебнике, иногда правильно. Я начинала учить самостоятельно и на волонтерских курсах в России, а основательно уже в Сеульском университете. Языковые курсы при Сеульском университете. В сеульском хорошо преподают? Мне понравилось. Очень много и практики языка, и разных игр. Было интересно и весело. У меня самодисциплина не очень хорошая, поэтому я ходила на курсы сначала. Сначала училась на курсах в Петербурге при университете Герцена. Вот. Потом я поехала сюда, училась здесь в разных университетах, тоже на курсах при университетах. Вот. А потом просто жизнь учила меня, пока я на работе, работала. Вот. С друзьями с корейскими когда общалась. Все еще продолжаю учить. Да, я хочу жить здесь. Мне нравится эта страна очень, она вызывает у меня очень приятное чувство внутри, и хочется про эту страну узнавать. Посмотрим, как все получится. Да, в ближайшее время точно, да. У меня есть муж, поэтому я теперь живу здесь. Думаю, да. Пока, по крайней мере, да. Просто мне здесь хорошо. Мне в России хорошо, мне здесь хорошо. Вот. Здесь работа сейчас есть. Интересно. Да. Честно. Тяжело, но интересно. Иногда неинтересно. 구독도 하고 좋아요도 하고 사랑도 많이 해주세요. Поставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста, пишите комментарии. Привет всем из Коми.